Привет, друзья! Вы помните, в одном из видео, которое я публиковал, там бабушка говорила, что за Илью мне теперь беспокойно. Имелся в виду Илья Пономарев. Илья Пономарев, экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации. Он сейчас находится в Украине, он сейчас под охраной, все такое. Но будь осторожнее, Илья. Я тут интервью посмотрел. То есть, как вы понимаете, если посмотреть то, что происходит на востоке Украины, то вся эта война финансируется же не из официально государственного бюджета Российской Федерации. Она финансируется за счет организованных контрабандных потоков. Имеется в виду что? Илья рассказывает, что его друг Вороненков, а мы уже все знаем, что он был его другом, он раскрывал там всякие контрабандные потоки, 99-2000 год, если кто не знает, потому что часто любят говорить, там, три кита, да, контрабанда мебели итальянской, в общем, по всей видимости, с контрабандой итальянской мебели или чешских статуэток как раз таки финансируется война на Донбассе. Ну, это бы ладно, но дальше Илья говорит такую фразу, меня немножко так напрягла. И не только в Украину, и это не только уголь, что, в общем, там все знают, но это еще много чего еще. Это и оружие. Ну, а вот это уже нехорошо. Илья говорит вещи, которые не нужны украинской власти. Какая контрабанда угля? Контрабанды угля быть не может, потому что это с украинской территории идет на украинскую территорию. Какая контрабанда угля? Илья, ты... И поэтому я и там тоже в каком-то другом интервью сказал, что Денис по своей силе мог бы быть сопоставим с несколькими дивизиями на фронте. С дивизией СС Галичина, скорее всего. Ну, в общем, кто, вот знаете, поймал хайп на убийстве, это как не кощунственно звучит, но вот я смотрю Илья, потому что Илья начал мелькать во всех эфирах, всех телеканалов. Он успевает везде, он даже на похоронах успевал дать интервью и рассказать, мы отомстим там. Ну, к сожалению, Денис, погибший, шел навстречу со мной. Я сам, как человек, который нахожусь в международном розыске в России, Бабакову, премьер Палас, близко к 100% вероятность, что это российские спецслужбы. Когда, наконец, правосудие вернется на территорию Российской Федерации. Пока он был в России в силовых структурах, его выходили, он вернулся в Россию, и тогда ходил к Путину его руководитель. Здесь Илья, кстати, рассказывает интересную историю, когда мне говорят, что типа чего ты сравниваешь мирные протесты с немирным Майданом, я могу теперь цитировать вот Илью Пономарева? И для смута это и все готово, и то, что мы видели на этих выходных, как раз показывает, что недовольство-то большое. И как только возникнет интересный лозунг, то что произойдет, Илья? Интересная цель, интересная идея, то люди, конечно, будут выходить на улицы в больших количествах, и ничем это от Майдана в Киеве отличаться принципиально не будет. Интересно, так кого люди обманывают, меня или себя, когда говорят, что мирные протесты это мирные протесты, а Майдан это что-то совсем другое. Что Илья Пономарев вот рассказывает, знаете, как на духу. Он только, стесняется там про украинские СМИ говорить, потому что у него получается, что вроде бы как все плохие, но вот так вот собрать вместе и супер. Много-много какашек лежит, а вместе это все замешал. Оливьешка. Этого нет, потому что в России СМИ принадлежат единому центру. Наши СМИ не промывают мозги, то есть люди могут себя выбрать среди информации абсолютно сбалансированной. Нет, каждая по отдельности может и промывать, но все вместе... Если посмотреть несколько телеканалов, то зритель получит полную картинку. Объективную картину может для себя... Весьма странное утверждение, потому что если СТБ 1+1, там, ICTV промывают мозги, то собрать их вместе, то что, они, получится, уже не промывают мозги? Очень странное утверждение, я понимаю. Илью, это реверанс в сторону вообще СМИ в целом, украинских, потому что он находится в эфире украинского телеканала. Там было несколько странных заявлений. Ну и, кстати, Сибирь там на 2/3 составлена выходцами из Украины. И вот тут вот то, что меня напрягло, когда он рассказал про уголь, который, как говорит украинская власть, нам попросту необходимо. Он говорит, контрабанда, шмемпробанда какая-то. Вот, меня опять напрягло. Знаете, нагребло второй раз, потому что он начал говорить какие-то нехорошие вещи про украинскую, про нашу-то украинскую власть, живет тут. Шаг вперед, 2 назад, 3 вперед, 1 назад и так далее. Но, конечно, хотелось бы по-другому. Я считаю, что могло бы быть по-другому. Но, опять-таки, это же дело украинского народа. Если вас эта власть устраивает, значит устраивает. А это что за намек такой, Москалыку? Что значит власть устраивает, то и ладно. И хитрый какой-то прищур.
О, смуту решил сделать? Расшатать решил, да? Расшатать. В угоду Кремлю? Система в Украине мне не очень нравится. Именно потому, что мне кажется, что она отсутствует. В Украине нет системы? У нас есть система. Украинская система. Украинская система — это первая система в Европе. Или он не знает об этом? А может, он хочет российскую у нас внедрить, а? Я считаю, что все-таки государственная машина должна быть, и к ней должно быть уважение. Мне кажется, что нету ни того, ни другого. Государственная машина должна быть построена, и к ней должно быть уважение. А в Украине, понимаешь, в нашей неньке нет государственной машины. А что тогда такое государственная машина? Как в России? Может, машина подавления? Может, уважение, это и он имеет в виду перед этими резиновыми дубинками уважения, да? А кредит от МВФ, очередной транш, это как раз сигнал инвесторам, что они могут заходить и с нами как бы можно сотрудничать. Эта журналистка цитирует утверждение украинской власти. Мол, кредит от МВФ — это йоу, на самом деле, если нам дают кредиты, значит мы богатые. Странные утверждения, но Илья Пономарев не должен был говорить то, что он потом говорит. Ты чужинец, пам'ятай. Это как один из главных аргументов, который приводится. Это ошибка. Я верю, что правительство так считает. Российское правительство также считало в 90-е годы. Он на кредит МВФ замахнулся. На святое для каждого из нас замахнулся. Да я не могу понять что-то. На чью мельницу он водичку подливает? Водичка какая-то трехцветная и с запахом дурным. Как говорили знатоки. Денис, Запорожье. Как вы считаете, Крым наш или России? О, хороший вопрос. Вот таким вот это хороший вопрос. Знаете, как святая вода. Побрызгал, и сразу понятно, кто он. Ну, давай, отвечай. Ну, отвечай. Я много раз отвечал на этот вопрос. И я искренне отвечаю на эту тему, что я считаю, что Крым, он принадлежит тем людям, которые живут в Крыму. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, если большинство людей, которые живут в Крыму, получили российские паспорта, получается, что Крым принадлежит... Это не я сказал, это он сказал. Но я думаю, он сейчас исправится и скажет, что Крым — это Что, не скажешь, что ли? Что сама постановка подобного вопроса, вот как это звучит, да, то есть это империализм. И в этом смысле там российский империализм, украинский, американский, какой-нибудь другой, они по сути одинаковые, да. Украинский империализм. Какой у нас империализм? У нас нет никакого империализма, просто Крым, просто слезы текут. И душа, и нельзя этого выразить словами. И российский империализм, говорит, одинаковые. Это что-то ты заговорился. Нельзя делать никакие захваты территорий, не спрашивая при этом мнения людей. Илья, ты что? Ты что говоришь? Они тогда, в общем-то, вроде как и спрашивали. Илья. А потому что такое Украина вот в этом самом вопросе? Вы имеете в виду украинская власть? Власть приходит и уходит. Опять какой-то такой закидон в сторону нашей безгрешной власти. Илья, ты россиянин на территории Украины, и охраняют тебя, но, знаешь, охраняют-то тоже наши ребята. Я считаю, что это аморально перекладывать ошибки экономической политики на плечи населения. Это он уже про повышение тарифов, ты понимаешь, ошибки экономической политики на плечи населения. Любой украинец знает, что это справедливые тарифы. Что раньше нас обманывали, потому что мы платили меньше. А сейчас нас не обманывают, поэтому мы платим больше. Илья! Это ровно то, что мы наблюдали в России. Результатом этой политики стал Путин. Я считаю, что в Украине произойдет то же самое, если вы не остановитесь. В Украине Путина быть не может. В Украине может быть только Петр Порошенко или еще лучше кто-то. Я, конечно, смотрю на ваши суды с большим интересом, потому что в России, хотя бы по команде сверху суды принимают какие-то решения, а у вас только за деньги. Он не пятая, он шестая колонна. Шестая колонна, я разгадал. Ты посмотри, в России какие суды классные. Результативности работы Государственной Думы, несмотря на то, что это действительно такой сейчас превратился в принтер, конечно. Да, то есть эффективность там выше. Эффективность бандитской, грабительской, ничтожно разбойничьей Государственной Думы выше, чем нашей украинской патриотической, светлой, открытой, народной
Верховной Рады. Он вообще не при памяти, что ли, а? Необходимо принимать решения, то есть вот у вас они принимаются с большим трудом, у нас, может быть, с излишней легкостью, да, но тем не менее они принимаются. Какая, однако же, крутая твоя Россия. Слушай, посмотрели телезрители, прям туда все захотели, а? Получается, что у вас сейчас такой разгул демократии, а построенного еще пока ничего нет. Мы построили государство, где каждый свободен. Мы построили государство, за яке не соромно. Мы построили государство, где каждый пышается. Что ты говоришь, Илюша? И очень большая, конечно, разница по сравнению с Россией в том, что у любого русского политика, даже у самой большой сволочи, коррупционера и так далее, все равно где-то есть стопор. Ну, я вот слушаю, мне просто... Я хочу услышать, что он дальше скажет. Вот эта родина-мать, что если на этом даже, ну, там, спекулятивно сказать, что ты, гад, забыл про Россию, да, то есть он остановится. А украинский чиновник, практически все украинские чиновники патриоты, они даже в вышиванках ходят. Он что, не остановится, наплюет на свою родину? Ну вот я просто хочу до конца услышать уже. Хотя бы на время. А у вас, мне кажется, вот этого стопора у людей нету, именно потому, что вот нету этой вот там сакральности в государстве. Илья, у нас, ну вернее у них уже, выходим из этого образа, знаешь, вообще никаких стопов нет. И поэтому, когда ты отвечал там на один вопрос, ты оговорился. И оговорочка вышла такая, знаешь, мрачная. Виктор, Харьков вас охраняют от российской или украинской стороны? Ну, понятно, что от украинской. Я надеюсь, в всяком случае. Илья, тут долго говорить нечего. Будь осторожен, Илья. Пожалуйста, ради всех нас.